Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Так как лето сейчас в самом разгаре и у людей начинаются отпуска, мы решили поговорить об этом прекрасном времени. Что же такое отпуск? Отпуск– это период, когда человек отдыхает от работы, и обычно отпуск длится примерно 2 недели, может быть месяц, в зависимости от условий труда. И, кстати, такое время, когда человек отдыхает в школе и в университете, называется каникулы. Мгм. И нужно помнить, что на работе, в компании отпуск бывает оплачиваемым и неоплачиваемым. Неоплачиваемый отпуск бывает, если вы фрилансер или, например, если у вас специальный договор с компанией, и по договору работодатель не должен платить вам деньги, когда вы отдыхаете. У меня, например, был пару раз неоплачиваемый отпуск в университетах, потому что я работала там по договору. И в целом летом у меня просто не было денег, как и сейчас, когда мои студенты уходят в отпуск. А у тебя когда-нибудь был неоплачиваемый отпуск? Когда я работала в компаниях, не на себя, у меня всегда был оплачиваемый отпуск, но тоже должна сказать, что мне никогда не давали отдыхать. То есть всегда кто-то писал, всегда кто-то звонил, спрашивал что-то по работе, и поэтому никогда не получалось полностью расслабиться. И сейчас, конечно, я работаю на себя, и мы понимаем, что если я не работаю, я не зарабатываю. Но я уже смирилась с этим фактом, как и ты, думаю. Мгм. Да, куда мы денемся? Мы выбрали эту жизнь сами. Да, но, конечно, если вы работаете официально, то работодатель обязан платить вам деньги в отпуске. И такие деньги называются отпускные. И вот когда я работала в академии в Санкт-Петербурге, у меня был официальный договор, и я уходила в отпуск почти на 2 месяца и получала деньги в это время. Боже, какие это были шикарные времена! Да. Ну и, кстати, про длительность отпуска. Я погуглила, и оказалось, что в разных странах отпуск может длиться по-разному. Например, в США в среднем люди отдыхают 15 дней. А в Японии отпуск от 10 до 20 дней. В Германии от 20 до 30 дней. И в России примерно 20 рабочих дней отпуска. И в целом, насколько я поняла из интернета, условия похожи, но есть нюансы. Например, я знаю, что в Японии это дело манер, это какой-то внутренней культуры, а, и из-за этого люди не могут брать сразу весь свой отпуск, там все 10 или 20 дней, потому что это некрасиво по отношению к коллегам, ведь им нужно тебя М. подменять и работать в 2 раза больше. Вот. И всегда интересно обсуждать эту тему с учениками, потому что всегда узнаешь что-то новое. И да, в России сейчас длительность отпуска это 28 календарных дней. И я знаю, что часто работники берут 2 отпуска по 14 дней в течение года. То есть это такая норма. И тоже интересно добавить, что у педагогических работников, то есть у учителей, у них обычно больше отпускных дней от 42 до 56 дней. И я помню, когда моя мама работала в школе, да, у нее было целых 2 месяца отпуска, но она проводила этот отпуск очень странно. Она приходила на работу и красила стены и парты в ее кабинете. Трудоголик.
Да. И перед тем, как мы продолжим, хочу напомнить, что у нас есть разговорный клуб. Разговорный клуб — это отличная возможность побороть языковой барьер, практиковать свой русский регулярно, хорошо провести время и найти новых друзей. Все детали в описании, присоединяйтесь. Теперь давай обсудим, что вообще россияне делают в свой отпуск. И по статистике за 2025 год чаще всего россияне ездили в отпуск в Турцию, Арабские Эмираты, Египет, Таиланд и Вьетнам. Ну, в общем, понятно. Все хотят солнца, моря, пляжа. И, кстати, в этом списке на втором месте также был Китай. Думаю, активная реклама достопримечательностей Китая не прошла мимо. Мгм. На меня она тоже, кстати, очень повлияла. Я Да? видела много видео авторских туров по разным городам Китая, и все выглядит очень впечатляюще. Ну и вообще говорят, что Китай — это другая планета, поэтому я бы хотела там побывать. Мгм. Да, но, конечно, за границу ездят только те люди, которые могут себе это позволить. Потому что цена и на билеты, и на проживание сейчас совсем не маленькая. Неважно, о какой стране мы говорим. Россияне, которые не могут себе позволить куда-то уехать, они отдыхают дома, занимаются домашними делами, ну или ездят на дачу. И, кстати, о даче мы уже говорили в одном из прошлых выпусков. Мгм. Еще хотелось бы сказать, что сейчас активно развивается внутренний туризм, то есть туризм по России. И такие направления, как Алтай, Камчатка, Байкал, Калининград и другие разные древние старые русские города, например, Суздаль, они становятся популярными. Но даже здесь цены довольно высокие, и далеко не каждый россиянин может себе позволить попутешествовать по родной стране, увидеть разные регионы. Так что это тоже не так-то просто. Меня всегда это удивляло, что поехать в соседний регион своей страны часто даже дороже, чем поехать за границу. Не говоря уже о том, что часто в наших регионах как будто бы ничего не предназначено для туристов. То есть нет какой-то инфраструктуры, это старые отели, и все это за очень большие деньги. Поэтому я думаю, что это большая, как это сказать, большая область для развития, куда нужно посмотреть, куда нужно вкладывать деньги. Но, Ну, конечно, кто меня послушает? точно, да. Ну, мы будем себя утешать тем, что говорят, что путешествие не совсем идеальный вариант для отпуска. Мгм. Потому что часто в путешествии человек испытывает большой стресс и от этого, конечно, не отдыхает. И иногда после отпуска ему нужен еще один маленький отпуск, чтобы спокойно провести время в комфорте, без стресса. И, наверное, можно понять этот тезис, потому что, конечно, если ты едешь в другую страну, в другой город даже иногда, ты начинаешь волноваться, переживать о том, как общаться на другом языке, как не потеряться в новом месте, где поесть, где поспать, да. Ну, это все работа, это ментальный труд, в общем-то. И, наверное, это влияет на ваше здоровье. Да, то есть в путешествии приходится все держать под контролем, поэтому неудивительно, наверное, что многие люди выбирают, отдых "все включено", all inclusive в Турции. Да, еще одна вещь, которая меня удивляет, это люди, которые ездят каждый год, каждый свой отпуск в одно и то же место, в один и тот же отель. И да, это понятно, что у тебя нет этого стресса от неизвестности, что там будет, но в мире так много разных мест, и даже можно хотя бы поменять отель в том же городе, в Турции, например, или поменять город. Да, поэтому у нас здесь как будто две крайности: или большой стресс и постоянно куда-то путешествовать, или оставаться именно в одном и том же месте.
Мгм, мгм. Ну вот, наверное, это связано вот с этим стрессом чего-то нового, Мгм. неожиданного. Люди в отпуске хотят отдохнуть, потому что в рабочее время не получится это Да. сделать. И приходится выбирать, да, что ты хочешь. Действительно, провести отдых в комфорте и спокойствии или посмотреть мир и узнать что-то новое. Какой отпуск ты предпочитаешь? Мгм. Мой идеальный отпуск — это какой-то баланс активного отдыха с просмотром новых мест и достопримечательностей, и тоже, расслабленный, отдых. То есть я ненавижу, когда нужно торопиться. То есть если в отпуске нам нужно встать в 5 утра, чтобы успеть идти туда, а потом бежать туда, а потом бежать туда, но это не отпуск, это какая-то гонка. Да, мне нравится смотреть новые места, но я хочу делать это в хорошем настроении, я хочу выспаться, я хочу, не знаю, чтобы мои ноги элементарно не болели, например, да. И иногда, может быть, просто полежать на пляже — это тоже хорошее время, но я бы, наверное, не смогла в отпуске просто 10 дней лежать на пляже. Все таки вот этот вот турецкий all inclusive — это не для меня. А какой твой Мгм, идеальный отпуск? мгм, мгм. Согласна, да. Как я тоже уже говорила, пляжный отдых — это не мое. Мгм. Для меня вот пляж ассоциируется с потом, с жарой, с песком, с грязью какой-то немножко. И хотя я живу в Албании и могла бы на пляже хоть каждый день лежать, я как-то вот не вижу в этом такой особой привлекательности для себя. Как бы я Мгм. понимаю людей, которые это любят. Я могу понять почему. Но не для меня. И поэтому я в отпуске люблю пробовать что-то новое. Например, новое место посмотреть там, или а, покататься на рафтинге, или попробовать зиплайн. То есть, да, что-то добавить в свою копилку интересного экспириенса, да, интересного опыта. Мы Мгм. говорили о риске, ты сказала, что ты не любишь, риск, экстрим и так далее. Ну, рафтинг и зиплайн — это такой риск ограниченный, безопасный. Ну, не знаю, там тоже можно умереть, и поэтому это Так и дома можно умереть. да, жизнь — риск. Да. Давай в конце еще дадим нашим, слушателям и зрителям интересные фразы, которые помогут им говорить об отпуске на русском языке. Например, сменить обстановку. Обстановка — это все то, что нас окружает, это место, люди, атмосфера. И сменить обстановку значит уехать в другое место и изменить привычную среду. Иногда это действительно полезно, хотя бы на пару дней сменить обстановку. Следующая полезная фраза — это набраться сил. Обычно говорят именно набраться сил, а не получить силы или что-то еще. Это значит восстановить энергию после усталости и почувствовать себя энергичнее, почувствовать себя бодрее. И тоже эту фразу обычно используют, когда у людей было много стресса на работе, например. Да, то есть я хочу уехать, сменить обстановку и набраться сил. Мгм. Точно. Хорошая также разговорная фраза — это уйти в отрыв. Она значит, что человек очень активно отдыхает, расслабляется, забывает о правилах и иногда даже безопасности. И да, обязательно это связано с какими-то развлечениями, с вечеринками, с клубами, иногда с алкоголем. То есть ушел в А, отрыв. помнишь, мы говорили про уйти в запой? Мгм. Да, в принципе, как будто бы синонимично, да, уйти в отрыв, уйти в запой. Хотя отрыв не всегда алкоголь, но Да. часто.
Точно, согласна. И еще одно, мне кажется, связанное с этой фразой выражение — это спустить все деньги в отпуске. Это значит растратить все деньги, использовать все деньги и часто необдуманно на что-то ненужное или нужное, но главное, что все. Вот так вот сегодня у тебя, веселые фразы, а у меня не самые веселые. Просто Ага. сменить обстановку, набраться сил. Ну, еще одна — это вернуться к трудовым будням. Будни — это наши рабочие дни, дни, когда мы работаем, то есть не выходные. Ну, и значение — это после отпуска начать свою обычную рабочую неделю. Скучно, но такой закон жизни. После отпуска приходится возвращаться к работе. Мгм. Да. Ну что, продемонстрируем это в диалоге? Да, давай. Катя, как прошел твой отпуск? Ой, отлично. Я сменила обстановку и смогла набраться сил. Мгм. А деньги остались? Честно, почти нет. Я все спустила в отпуске. Зато хорошо отдохнула. Это да. Но жаль, что завтра придется возвращаться к рабочим будням. Вопрос недели. А что вы делаете в отпуске? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода и список слов в Quizlet, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока. Пока-пока.